Привет, дорогие друзья! Главная задача спортбайка — это быть самым быстрым и управляемым в своем классе. В сегодняшнем выпуске вы увидите невероятную многолетнюю битву за звание лучшего литра среди 4 японских производителей, которую начала компания Honda в далеком 92 году, выпустив свое первое огненное лезвие. Honda CBR 900RR Fireblade получила рядную 893-кубовую четверку жидкостного охлаждения, которая выдавала 124 лошадиные силы и 89 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии спортбайк весит 206 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. В 1995 году японцы выпускают рестайлинговую версию, которая получает новый внешний вид. Главное отличие — это цельная фара, получившая название «Лисьи глаза», и серебристый глушитель вместо черного. Подвеска получает дополнительные регулировки, сниженная масса снижается до 205 кг. Характеристики двигателя остаются без изменений. Уже через год в 1996-м выходит новая модель Honda CBR 919RR Fireblade. Спортбайк получает не только новый внешний вид, который, как следует из названия, имеет теперь 919 кубических сантиметров рабочего объема. Мощность увеличивается до 128 лошадиных сил и 91 ньютон-метра крутящего момента. А от 0 до сотни CBR 919RR Fireblade разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость возрастает до 270 км в час. Также мотоцикл получил новую, более жесткую алюминиевую раму и слегка измененные подвески. В 1998 году Honda продолжает работу над снижением веса. 80% деталей двигателя были облегчены, изменена конструкция камеры сгорания, установлены новые облегченные поршни, более легкая корзина сцепления. Меняются также передаточные числа коробки, радиатор увеличивается в размерах, а выхлопная система изготавливается из нержавеющей стали. В итоге спортбайк в боевом состоянии стал весить 203 килограмма. Вскоре проснулась компания Yamaha со своей легендарной моделью Yamaha R1. Впервые спортбайк появился на свет в 1998 году и стал преемником Yamaha YZF 1000R Thunder Race, который позже стал позиционироваться как спорт-турист. Спортбайк получил абсолютно новую раму, полностью регулируемые подвески, включая уже перевернутую 41-мм вилку и, конечно же, переработанный двигатель, который выдавал 150 лошадиных сил и 108 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. В боевом состоянии при полном 18-литровом баке R1 весил 198 кг. В 2000 году выходит третье поколение Honda CBR 929RR Fireblade. Главным изменением помимо внешнего вида стал новый двигатель, который наконец получил инжекторную систему питания, а также титановые клапана. Плюс он стал несущим элементом, так как маятник крепится теперь непосредственно к картеру. 929-кубовая четверка стала выдавать 148 лошадиных сил и 102 ньютон-метра крутящего момента. CBR 929RR Fireblade от 0 до сотни разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 280 км в час. Снаряженная масса снижается до 197 кг.
Спортбайк также получает переднюю 43-мм перевернутую вилку, увеличенные до 330 мм тормозные диски, новую выхлопную систему и электронный спидометр. В 2000 году вышел рестайлинг модели. Изменения немного затронули внешность спортбайка, которые улучшили аэродинамику на 3%. Топливный бак получил более удобные выемки для ног. Изменилось сиденье и положение подножек, сместив развесовку вперед. Выхлопная система стала титановой. Без внимания не остался и двигатель, который после доработок стал менее шумным. А мощность, хоть и осталась на прежнем уровне, стала более линейной. При этом снаряженная масса снижена аж на 4 кг и составляет 194 кг, что естественно положительно сказалось и на управлении ракетой. В 2001 году в борьбу включается Suzuki, и на свет появился флагманский литровый спортбайк Suzuki GSX-R 1000K1. С этого момента индекс K обозначал модельный год мотоцикла. Несмотря на то, что Suzuki долго думали, GSX-R 1000 не стал абсолютно новой моделью. Он был основан на младшей версии Suzuki GSX-R 750 и отличался только увеличенными агрегатами. По этой причине рама GSX-R 750 стала толще на 0,5 мм, что по утверждению Suzuki повысило жесткость на 10%. 750-кубовую рядную четверку раскачали до 988 кубических сантиметров. И многие тогда удивились такому нестандартному объему. Объяснялось это тем, что тогда в MotoGP были ограничения на двигатели до 990 кубических сантиметров. И существовала вероятность, что у Suzuki в MotoGP может появиться рядный четырехцилиндровый двигатель вместо тогдашнего V4. В итоге силовая установка стала выдавать 161 лошадиную силу и 110 ньютон-метров крутящего момента. Мотоцикл всех удивил своей сухой массой, которая составляла всего 170 кг. А в боевом состоянии с полным 18-литровым баком GSX-R 1000 весил 195 кг. От 0 до сотни байк разгонялся около 3 секунд. Максимальная скорость 280 км в час. К1 сразу же получил прозвище самого злого спортбайка на то время. В 2002 году появляется Honda CBR 954RR Fireblade. Внешний мотоцикл еще больше заостряется. Новый 954-кубовый двигатель с увеличенными 42-мм дроссельными заслонками стал выдавать 151 лошадиную силу и 105 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни теперь занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость около 290 км в час. Снаряженная масса 195 кг. Бак вмещает по-прежнему 18 литров топлива. В этом же году Yamaha представила свой очередной рестайлинг. Помимо внешнего вида, главным изменением стал новый двигатель, который поменял размерность, получил новые гильзы, а самое главное обзавелся инжекторной системой питания, которая сгладила все резкие подхваты прошлой карбюраторной версии. Мощность была увеличена незначительно и составляет 152 лошадиные силы, а вот крутящий момент наоборот снизился до 105 ньютон-метров. Также мотоцикл получил и новую более жесткую раму Delta Box 3. Снаряженная масса мотоцикла снижается до 193 кг за счет похудевшего до 17 литров бака.
В 2003 году Honda наконец округляет свою серию, выкатив на рынок абсолютно новую модель Honda CBR 1000 RR Fireblade. Внешне спортбайк получил черты гоночного прототипа RC211V. Технически он также сильно изменился. Новая рядная 998-кубовая четверка стала выдавать 174 лошадиные силы и 103 ньютон-метра крутящего момента. За питание отвечает инжектор с двумя форсунками на цилиндр. От 0 до сотни новая бритва разгоняется менее 3 секунд. Максимальная скорость около 300 км в час. Снаряженная масса возрастает до 210 кг. Мотоцикл также получил новую раму, подвески, новую тормозную систему с радиальными суппортами и электронный рулевой демпфер. В этом же году обновляется и флагман от Suzuki. Японцы выкатили Suzuki GSX-R 1000 K3. Мотоцикл получает новый внешний вид. Начиная с этого поколения рама, которая стала еще жестче, диски и вилка красятся в черный цвет. Появилась полностью титановая выхлопная система. В цилиндрах появились вентиляционные отверстия, которые помогли выровнять давление, что увеличило мощность на 3 лошадки. Теперь это 164 лошадиные силы. При этом сухая масса всего мотоцикла снизилась до 168 кг. Также К3 получил вместо 16 32-битный блок управления и светодиодный стоп-сигнал. Плюс Suzuki GSX-R 1000 K3 стал первым серийным литровым спортбайком, который оснастили радиальными 4-поршневыми суппортами вместо обычных 6-поршневых. В 2004 году проснулись и в Kawasaki, выпустив абсолютно новый Kawasaki Ninja ZX-10R. Чтобы не отставать от конкурентов, спортбайк был разработан с чистого листа, получив новую сверхжесткую легкую алюминиевую раму, современную ходовую часть, включающую уже перевернутую 43 мм вилку шова, радиальные 4-поршневые суппорта на 300 мм дисках, а также облегченные колесные диски. Новая рядная четверка объемом 998 кубических сантиметров стала естественно инжекторной и выдавала 175 лошадиных сил на 11 700 оборотов в минуту и 115 ньютон-метров крутящего момента на 9500. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 196 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает около 3 секунд. Максимальная скорость 290 км в час. В этом же 2004 году обновляется и Yamaha R1, получая новый дизайн с характерной стильной выхлопной системой под сиденьем. Изменена геометрия рамы и распределение веса мотоцикла для снижения эффекта вилли. Новый двигатель с повышенной степенью сжатия и более коротким ходом стал уже выдавать 172 лошадиные силы и 107 ньютон-метров крутящего момента. Появляется система инерционного наддува Ram Air. Уже в базе мотоцикл оснащается рулевым демпфером. Передние тормозные диски увеличиваются до 320 мм и получают радиальные суппорта. Бак вновь вмещает 18 литров топлива. В 2006 году удлиняется на 20 мм задний маятник. Появляется проскальзывающее сцепление, а мощность увеличивается до 175 лошадиных сил.
В 2005 году Suzuki представили свой обновленный литр K5. Suzuki решили сделать свой новый спортбайк мощнее, легче и меньше, а соответственно и быстрее предыдущего. За счет уменьшения на миллиметры там и на граммы здесь сухой вес удалось снизить еще на 2 кг, до рекордных 166 кг. Двигатель наконец-то подтянули до стандартных для класса 999 кубических сантиметров, что позволило ему крутиться на дополнительные 1000 оборотов в минуту больше. В итоге мощность существенно возросла и стала составлять 178 лошадиных сил и 118 ньютон-метров крутящего момента. К5 оказался гораздо более управляемым, чем задиристый Kawasaki, более энергичным, чем скучная Honda, и обладал такими характеристиками, о которых Yamaha могла только мечтать. Поэтому конкуренты стали тут же готовить свои новые модели. В 2006 году Honda CBR 1000RR Fireblade подвергается небольшому рестайлингу. Слегка меняется внешний вид. Двигатель получает другие каналы ГБЦ, увеличенные впускные клапана, увеличенную степень сжатия, измененные фазы газораспределения плюс новый выхлоп, новая геометрия шасси, а также другие настройки задней подвески и увеличенные с 310 до 320 мм тормозные диски спереди. Сниженная масса снижается до 206 кг. В этом же году и Kawasaki выкатили второе поколение своего флагманского спортбайка. Мотоцикл получил абсолютно новый внешний вид, а выхлопная система с оглядкой на R1 переехала под хвост. Но это не все. Изменив положение центра тяжести ZX-10R, благодаря новой раме с пересмотренным балансом жесткости и новым креплением двигателя, инженеры Kawasaki улучшили и без того превосходную управляемость мотоцикла. Мощность двигателя осталась на прежнем уровне, а вот снаряженная масса спортбайка увеличилась до 202 кг. В 2007 году Yamaha R1 получает очередное обновление, немного меняется внешний вид. Однако больше изменения коснулись именно технической части. Yamaha R1 получает обновленный двигатель, который теперь вместо фирменных 5 клапанов на цилиндр имеет привычные 4. Степень сжатия повышается, появляется электронный дроссель и система, которая автоматически изменяет длину впускного коллектора, давая прирост мощности на высоких оборотах. Благодаря этому максимальная мощность повышается до 180 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента. Передняя тормозная система меняется на шестипоршневые радиальные суппорта и диски диаметром 310 мм. Сниженная масса повышается до 200 кг. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Максимальная скорость 299 км в час. В этом же 2007 году появился и обновленный Suzuki GSX-R 1000 K7. Обновленные экологические нормы вынудили Suzuki изменить выхлопную систему, что привело к увеличению сухой массы мотоцикла до 172 кг.
Для компенсации этого компания уменьшила топливный бак до 17,5 литров, улучшила аэродинамику мотоцикла, установила увеличенные дроссельные заслонки и оптимизировала двигатель, повысив максимальную мощность до 185 лошадиных сил. Крутящий момент стал составлять 117 ньютон-метров. Также модель получила систему Suzuki Drive Mode Selector с возможностью выбора из 3 карт работы двигателя и гидравлический привод сцепления. В 2008 году Honda CBR 1000 RR Fireblade полностью меняет внешний облик, который многие критиковали. Спортбайк потерял заостренный, стремительный дизайн, присущий бритвам, а выхлопная система из-под хвоста для снижения центра масс и улучшения управляемости переехала вниз на правую сторону. Рама стала еще легче и жестче. Двигатель получает новые облегченные поршни, титановые клапана и увеличенную степень сжатия. Однако мощность остается прежней. Это 174 лошадиные силы и 104 ньютон-метра крутящего момента. Бак уменьшается до 17,7 литра. Снаряженная масса снижается до 201 кг. Версия с АБС весит 211 кг. В этом же году было представлено третье поколение Kawasaki Ninja ZX-10R. Спортбайк получает новый дизайн с лупоглазыми фарами, а выхлопная система вновь возвращается на правую сторону. Появляются увеличенные до 310 мм передние тормозные диски. Обновленный двигатель получает другую систему впрыска топлива Keihin с 2 форсунками на цилиндр вместо Mikuni. Также увеличивается и степень сжатия двигателя до 12,9 к 1. Все это повышает максимальные характеристики до 188 лошадиных сил уже на 12,5 тысячах оборотов в минуту. А вот крутящий момент снизился до 113 ньютон-метров, но стал доступен уже на 8700 оборотов в минуту. Снаряженная масса возрастает до 208 кг. В 2010 году этот кузов получил незначительные внешние изменения. Пятое поколение Suzuki GSX-R 1000 выкатили в 2009 году. Мотоцикл получил новый внешний вид с 2 выхлопными трубами, а также новую раму, в которую был вставлен абсолютно новый двигатель. Он получил иную размерность цилиндра и хода поршня, стал более компактным, чем раньше, и отличался множеством технических новшеств, включая повышенную степень сжатия, увеличенные клапаны с двойными пружинами и новую коробку передач. Мощность осталась на прежнем уровне в 185 лошадиных сил. Снаряженная масса 205 кг. Плюс обновились подвески и тормоза, появилась новая передняя вилка Showa Big Piston Fork и новые моноблочные передние суппорта Takika. В 2009 год также ознаменовался и крупным рестайлингом Yamaha R1. Меняется внешний вид мотоцикла, который многим поклонникам модели не зашел.
Однако самым большим изменением стал абсолютно новый двигатель с крестообразным коленвалом, и вспышки разнесены на 270, 180, 90 и 180 градусов. Эта технология называется Crossplane и пришла из мира MotoGP. Данная конструкция не только наделила двигатель особым звуком, похожим на звук V-образного четырехцилиндрового мотора, но и обеспечила мощную тягу с низов, как у V-образного мотора, и рекордную мощность на верхах, как у рядной четверки. При этом мощность не сильно увеличилась и составляет 182 лошадиные силы и 116 ньютон-метров крутящего момента. Также мотоцикл получил 3 режима работы двигателя и новый электронный рулевой демпфер. Сниженная масса увеличивается до 206 кг. В конце 2011 года Honda, поняв свою ошибку, вновь возвращает агрессивный заостренный дизайн и выкатывает новую Honda CBR 1000RR Fireblade 2012 модельного года. Помимо этого появляется новая передняя вилка Big Piston, новые колеса и новое поколение программного обеспечения для комбинированной тормозной системы. Мощность снижается до 173 лошадиных сил, а вот крутящий момент наоборот возрастает до 106 ньютон-метров. Сниженная масса 202 кг. Приборная панель становится полностью электронной. В этом же 2011 году было представлено новое поколение Kawasaki Ninja ZX-10R. Спортбайк получил не только новую внешность, но и серьезные изменения по технической части. Силовая установка получает новую систему впрыска топлива с увеличенными 47 мм заслонками. Степень сжатия благодаря новым облегченным поршням с укороченной юбкой еще повышается и составляет уже 13 к 1. Плюс были увеличены впускные клапана и полностью переработан впускной патрубок, что обеспечило лучшее дыхание, а следовательно и увеличилась мощность до заветных 200 лошадиных сил на 13 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 112 ньютон-метров на 11,5 тысячах. А благодаря сниженной снаряженной массе до 198 кг, разгон от 0 до сотни теперь занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость 300 км в час. Также в этом году ZX-10R получил новые подвески. Это передняя вилка шоу Big Piston Fog и горизонтальный моноамортизатор. В базе теперь идет система трекшн-контроля и появились версии с ABS. С 2010 года индекс, обозначающий модельный год, меняется на L0. Однако шестое поколение вышло только в 2012 году. Японцы выкатили Suzuki GSX-R 1000L2. Внешне спортбайк практически не изменился, разве что появилась новая выхлопная система с одним глушителем. Однако японцы перетряхнули двигатель. Например, новые поршни стали не только на 11% легче, но и получили новую верхнюю часть для лучшего сгорания топлива. Степень сжатия снова повышается и составляет уже 12,9 к 1. Появляются новые распредвалы, улучшается вентиляция картера и снижается потеря от работы масляного насоса. Максимальная мощность снижается до 182 лошадиных сил. Сниженная масса 203 кг. Мотоцикл также получает новые суппорта Brembo и новые тормозные диски из термостойкой нержавеющей стали.
Но новинка не получила ни капли модной электроники, ABS и то появилась только в 2014 году. Однако именно это и привлекало поклонников, любящих настоящие олдскульные спортбайки, плюс мотоцикл и стоил заметно дешевле конкурентов. В этом же 2012 году и Yamaha R1 получает легкую модернизацию, которая затронула внешний вид. Спортбайк получил светодиодные ходовые огни. Также модель получает и систему трекшн-контроля. В 2014 году, помимо базовой версии спортбайка, Honda выпустила на рынок гоночную модификацию Honda CBR 1000RR SP. Небольшими изменениями по двигателю, подвесками Öhlins, моноблочными тормозными суппортами Brembo и комбинированный ABS в стоке. В 2015 году Yamaha выкатила абсолютно новую модель своего флагманского спортбайка. Мотоцикл получил иной внешний вид с отсылкой к гоночным прародителям. Новый двигатель с укороченным ходом получает повышенную степень сжатия и титановые клапана с коромыслами. Мощность увеличивается до 200 лошадиных сил, а крутящий момент снижается до 113 ньютон-метров. Снаряженная масса уменьшается до 200 кг, что дает соотношение мощности и массы 1 к 1. Тормозная система теперь комбинированная, а суппорта на 320 мм дисках становятся 4-поршневыми. Появляется куча различных электронных помощников. Вместе с обычной версией была представлена и модификация Yamaha R1M, которая отличается электронной подвеской Öhlins, пластиком из углеволокна, облегченными алюминиевыми колесами вместо магниевых на обычной версии, а также наличием гоночных систем. Бак здесь алюминиевый и вмещает 17 литров топлива. В 2016 году обновился ZX-10R. Имея за плечами уже 2 титула чемпиона мира по супербайку, Kawasaki Ninja ZX-10R стал самым уважаемым спортбайком в гоночном паддоке, и теперь совершенно новая версия закрепляет эту репутацию. Помимо внешнего вида, модель получает изменения по двигателю, увеличивая максимальную мощность до 203 лошадиных сил, а с инерционным наддувом до 213. Диаметр передних тормозных дисков увеличивается до 330 мм, получая также новые суппорта Brembo M50. Тормозные шланги теперь с завода идут армированными. Новая передняя вилка Showa Balance Free Fork была взята прямо с прототипов супербайка. Появляется полный пакет электроники с 5-осевым инерционным блоком управления. В 2017 году вышло очередное обновление Honda CBR 1000RR Fireblade. Модель получила новый дизайн, цветной TFT-дисплей и новую версию двигателя, который теперь оснащается электронным дросселем и дает возможность выбора режима работы. Мощность возрастает до 192 лошадиных сил и 114 ньютон-метров крутящего момента. Бак уменьшается до 16 литров, а общая снаряженная масса снижается до 196 кг. Модификация Speed также обновилась, получив электронные подвески Öhlins, титановый топливный бак, более легкий литий-ионный аккумулятор и квикшифтер в стандартном оснащении.
В этом же 2017 году компания Suzuki выкатила абсолютно новый Suzuki GSX-R 1000L7, который подтянулся к уровню конкурентов. Он получил не только новое, более компактное шасси, обеспечивающее отличную управляемость, но и наконец-то полный пакет электроники, включающий 10-уровневый трекшн-контроль, лаунч-контроль, электронную ручку газа, квикшифтер и так далее. Чтобы соответствовать данному классу по мощности, был разработан и абсолютно новый двигатель, который стал выдавать 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 202 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды, максимальная скорость около 300 км в час. Также появляется R-модификация, которая отличается специальными цветами и более продвинутыми подвесками. К сожалению, на этом эволюция Suzuki GSX-R 1000 замерла, и он без изменений производится до сих пор. Правда, в Японии он с этого года больше не продается. А в США сейчас за Suzuki GSX-R 1000R просят $18,5 тысяч. Также в 2017 году линейку ZX-10R пополняет новая модификация Kawasaki ZX-10RR. Она отличается конструкцией ГБЦ, облегченными колесами Marchesini и возможностью заказать рейс-кит с другими распредвалами и толкателями клапанов, уменьшающими силу трения до 66%. Также модификация RR имеет расширенный пакет электронных помощников. А в 2018 году на базе RR-версии появилась SE-модификация, которая дополнительно оснащается электронно регулируемыми подвесками Showa. Последнее легкое обновление Yamaha R1 и R1M получили в 2020 году. Внешне мотоциклы стали еще больше похожи на супербайки из MotoGP, что дало снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 5%. Появилась модернизированная головка цилиндров и измененное расположение форсунок, что оптимизировало отдачу двигателя. Обновилась система электронного газа и система впуска. Передняя вилка Каяба меняет свою начинку, а версия R1M получает новое поколение вилки Öhlins. В 2022 году была выпущена и юбилейная версия R1. Сейчас за базовый спортбайк в Японии просят 2 365 000 йен. Это по нынешнему курсу $15 700. Версия R1M стоит 3 190 000 йен. Это $21 000. В этом же 2020 году выходит и новая модель от Honda, в названии которой добавляется еще одна буковка R – Honda CBR 1000RR Fireblade. Помимо обновленного внешнего вида, модель получила и новый 999-кубовый двигатель, который стал выдавать сумасшедшие 215 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента.
Разгон до 100 км в час занимает 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Снижена масса 202 кг. Также спортбайк получил полностью новую раму, обновленные подвески, SP-версия оснащается электронной подвеской Öhlins второго поколения. Передние тормозные диски увеличились с 320 до 330 мм. SP-версия стала оснащаться новыми суппортами Brembo Style Lima. Ширина задней покрышки увеличилась со 190 до 200 мм. Новая модель также получила и обновленный цветной 5-дюймовый дисплей. Последнее серьезное обновление ZX-10R получил в 2021 году. Помимо новой внешности, спортбайк получил новое поколение подвесок, внутренние изменения по двигателю, правда мощность осталась на прежнем уровне, доработки геометрии ходовой части и расширенное электронное оснащение, которое теперь включает LED-оптику, наконец-то цветную TFT-панель, кейс-шифтер вниз и вверх, электронный круиз-контроль и многое другое. Версия ZX-10RR отличается облегченной поршневой и титановыми шатунами, облегченными колесами Marchesini с резиной Pirelli Diablo Super Corsa SP и настройками подвесок. Сейчас в Японии за новенький Kawasaki Ninja ZX-10R просят 2 365 000 йен. Это по нынешнему курсу 16 000 долларов. Заканчивает выпуск Honda CBR 1000 RR Fireblade, которая получила легкую модернизацию в 2022 году. Немного обновился дизайн за счет оптимизации по аэродинамике. Изменились настройки двигателя для повышения производительности на низких и средних оборотах. Мощность возрастает до 218 лошадиных сил. Именно столько указано на официальном японском сайте. Появился шестиосевой блок измерения инерции для более быстрой и точной работы электронных помощников. Также была предложена юбилейная версия в честь 30-летия модели. Сейчас в Японии за базовую версию просят 2 420 000 йен. Это по нынешнему курсу 16 200 долларов. За версию SP 2 783 000 йен. Это примерно 18 700 долларов.